Мои дорогие, здравствуйте! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». И я его ведущая и создательница Екатерина Варади. Сегодня 79-й день после ухода из жизни нашего сына Вани, Ивана. И я бы хотела... Я понимаю, что обычно промежуточные итоги подводятся в круглые даты. Но мне бы хотелось сказать то, что я заметила сегодня. Мне интересно, насколько это изменится в будущем. Я на что обратила внимание, что я спокойнее стала воспринимать Ванины вещи. То есть, если, например, буквально там 2-3 недели назад, когда я видела его ботинки, или его рубашку, или его пижаму, у меня просто вот было ощущение удара под дых, просто вот действительно ощущение, что ты прям дышать не можешь. И слезы были рядом, и все. Сейчас я сегодня переставляла даже его ботинки, потому что у него был 47 размер обуви. То есть ботинки такие, ну, это нечто промежуточное между ботинком и чемоданом. И я сегодня переставляла его ботинки там под обувницу. И обратила внимание, что я с каким-то даже, знаете, приятным ощущением беру эти ботинки, как вещь которая ему принадлежала. И я не стремлюсь убрать все штучки, которые лежат. То есть там пояс его лежит где-то еще что-то. Пожалуй, что до сих пор приносит боль, я еще пока боюсь касаться его вещей. Вот как мы привезли из Фрайбурга чемодан с его вещами. Я уже приблизительно знаю, что я для себя оставлю то, в чем он ходил в последнее время, на память. Вот тем более толстовку я могу носить сама, и футболку его могу носить сама. Остальные вещи я раздам Саше и ребятам из церковной школы. Ну и еще кому-то, если останутся. Вот. Ну, конечно, те вещи, которые вызывают наибольшее количество воспоминаний, я себе оставлю. Вот чемодан пока не могу. И, конечно, меня немножко прибивает, когда я, знаете, натыкаюсь на его. Я собирала ему такие коробочки с витаминами. И вот эти витамины, когда я нахожу, то есть я сразу вспоминаю, что я их несла ему в больницу, потому что его должны были выписать в понедельник, и я несла ему витамины на субботу и воскресенье, то есть я жила с ним, но я забегала в отель, там подбирала витамины, потому что там была целая система приема этих витаминов. И я ему вот эти витамины принесла, они уже не понадобились. Вот это, конечно, тяжелая история. И самое смешное, вот то, о чем я говорила, вот эти эмоциональные качели. То есть буквально 5 минут назад у меня было великолепное настроение, я совершенно не об этом хотела говорить. То есть я не хотела проливать слезы перед экраном, а хотела, наоборот, сказать, что у меня был очень легкий и светлый день. Так и было, кстати, на самом деле. Вот почему-то сейчас, когда я заговорила, вот видите, это то, что меняется очень сильно. В любой момент ты никогда не знаешь, когда это приходит. Но, как правило, это, конечно, приходит либо когда ты с кем-то родным начинаешь разговаривать, либо с близким другом. С чужими людьми нет. Может, это гордыня, я не знаю, но мне очень трудно плакать при других людях. Я в прошлом выпуске говорила, что вот у Моники, у моей это было откровением, что, в общем, когда такое случается, ты можешь получить великие дары, которые потом будешь помнить всю жизнь. Но вот пока это же нужно прочувствовать, то есть услышать это одно, проработать это другое, а третье, это надо все-таки на это рискнуть и почувствовать. И вот сегодня что у нас было? Сегодня, заметив, что я не так болезненно реагирую на его вещи, я обрадовалась, потому что у меня ощущение, что эти вещи это как вот напоминание его присутствия, потому что я все время вижу эту фотографию, ставлю у нее свежие цветы, и его вещи это ну, как будто бы показывает, что он здесь. То есть это абсолютно не попытка запихнуть голову в песок и думать, что мой ребенок жив, когда его нет на самом деле. Я уверена, что он жив, но не здесь, и что мы здесь мы его не увидим. Но ощущение его присутствия есть все время, и вещи этому помогают. То есть мне совершенно не хочется все вещи убрать и сделать вид, что Вани здесь никогда не было. Хотя телефон, планшет его я тоже не трогаю пока. Хотя там наверняка будут интересные видео, которые он записывал себе, сохранял. И потом, мне это будет очень приятно посмотреть, потому что там всякие были мемы, с которыми он шутил постоянно.
и так далее. Вот. И сегодня я, ну, занималась, естественно, каналом, потому что канал — это такая вещь, которая, по-моему, не кончается никогда. И дело не в том, что видео сложно, сложна техническая работа. И вот сегодня я занималась аудитом канала. Я его делаю уже, по-моему, второй или третий раз. Ну, пока еще немного видео, и еще можно понять, как делать правильно, и исправить все старые, нужно делать сейчас. Аудит видео нужен, аудит канала нужен для того, чтобы его могли найти другие люди. Потому что я же не просто так говорю, я хочу, чтобы меня люди слышали. Причем люди слышали не только близкие и знакомые, а люди, у которых произошла потеря там в любом месте, и они нашли меня по ключевым словам. И вот это целая наука. Я, в принципе, по-моему, ничем сейчас больше не занимаюсь. Только этим, ну, плюс там студия, понятно, какие-то необходимые дела, но вот в основном сейчас меня поедает вот это вот желание разобраться во всем этом деле. Я сегодня это делала, потом я возила бабушку с дедушкой на массаж, и потом бабушку возила делать очки, и это тоже замечательное такое ощущение, что когда ты давно работаешь в городе, ну, у нас же не очень большая диаспора, и город-то не очень большой, ну, в Будапеште 2 миллиона живет людей, и русские, они, я не имею в виду русских, этнических русских, а, скажем так, из бывшего Советского Союза, люди, они все в основном друг друга знают, плюс-минус. И вот мы сегодня как раз ходили делать очки вот убейте меня, я все время забываю эту специальность, оптометрист или оптометрист, то есть тот, который измеряет зрение. Вот именно это слово забыла Вика, когда говорила вместо оптометриста, сказала, что бывают люди, например, протезисты, то есть мы с тех пор называем Вику психологом-протезистом. И вот этот оптометрист мне тоже сложно давался, но вот эта женщина-оптометрист, которая сегодня маме проверяла повторно зрение, ну, мы до этого в клинике были, нам уже проверяли, но все равно нужно. Она мама одной из моих учениц, которую я знаю, наверное, лет уже 15, и сейчас она замечательно совершенно работает у меня в галерее, она очень талантливый человек, она занимается у нас рекламой и маркетингом, и просто она, по-моему, гений. Хотя она совсем молоденькая девочка. И это вот как раз к тому, что все говорят, какая молодежь, и молодежь у нас совершенно потрясающая и замечательная. И после того, как мы с мамой это делали, заказали очки, уже пошли домой, тут выяснилось, что времени 7:30, а кладбище, где захоронена урна Ванина, оно совсем рядом. И мы поехали. Конечно, бабушка жалела, что дедушка с нами не поехал, но мы не специально это делали, то есть так получилось. И мы поехали на кладбище, там подмели около Ваниной могилы, отслужили литию. Это такое короткое богослужение, которое могут служить миряне. И оно очень хорошо звучит на кладбище, оно очень какое-то такое... Ну, просто, и мы, конечно, просто сидим и разговариваем с Ваней, разговариваем друг с другом, но обязательно служим вот эту литию, и это как-то так очень приятно получается. И я в очередной раз подумала, что нам на самом деле, опять же, можно говорить Господь, можно говорить мироздание, можно говорить судьба, дает очень много знаков. Вот если вы обратили внимание, что на кладбище всегда очень мирно и спокойно. Я, когда еще совершенно не занималась этой темой, то есть далека была от обсуждения кладбища и смерти, мы ездили к бабушке на могилку, к одной бабушке, к другой бабушке, и я заметила, что на всех кладбищах там замечательные деревья стоят, поют птицы, когда мы были весной, пели соловьи, и почему-то оттуда не хочется уходить. То есть вот это вот совершенно такая атмосфера, которая ни в коем случае не говорит о горе. Да, когда ты начинаешь читать надписи на надгробиях и видишь, что там вот этот умер рано, этот умер там. Но это опять же наше земное ощущение. А вот когда ты приходишь, еще не читая ничего, просто вдохнуть в себя эту атмосферу, то ты видишь атмосферу мира, покоя и спокойствия. И вот это вот, мне кажется, очень важный знак того, что Господь нам пытается сказать. Мироздание, судьба, каждый подставляет, что хочет, что называется, подставьте нужное слово, нам показывает, что смерть — это не конец. Смерть — это не боль
вернее, это боль с нашей стороны, но всегда, знаете, есть такое сравнение. И, кстати, вот в православной литературе это сравнение часто используется, что когда ребенок сидит в утробе мамы, ему кажется, что это весь мир вокруг него. То есть он 9 месяцев пребывает там, и для него другого мира не существует. Для него существует там пища, теплый мамин запах, движения какие-то, ощущения любви. И ему там хорошо. И он воспринимает это как совершенно нормальную жизнь. И в какой-то момент вдруг его совершенно бесцеремонным образом оттуда выталкивают. Его выталкивает тело мамы, и он поэтому, собственно, и кричит. Потому что для него трудно и тяжело вдохнуть первый раз воздух, увидеть свет, увидеть людей страшных, которые над ним наклонились. Он же никого еще не видел до этого времени. И вот очень часто состояние этого ребенка, оно с ним сравнивают поведение нас, людей, когда нам нужно умирать. То есть мы привыкли к тому, что мы живем на Земле, и нам совершенно не хочется никуда отсюда. То есть нам здесь все хорошо, светло, тепло, и мухи не кусают, и мы не знаем, что там. Мы все умирают, и нам кажется, что это на всю жизнь. А на самом деле там наступает настоящая жизнь. Так же, как вот для этого маленького ребеночка, который вылезает из живота мамы, там наступает жизнь интересная, где он может познавать новое, творить добро, узнать своих родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, учиться чему-то новому. То есть это совершенно потрясающая жизнь. Солнышко, там, деревья. Все это он может узнать, увидеть, познавать мир. Это же потрясающая задача. А он первые моменты, он плачет очень горько. И вот так же и мы плачем, когда от нас уходят близкие, когда мы сами туда приходим, то мы в основном приходим в плаче, за исключением святых людей, которые готовятся к смерти, как к избавлению. И вот это все очень напоминает. То есть, на самом деле, если посмотреть, в природе очень много знаков, которые говорят о том, что смерть не вечна. Вот где-то я читала такое сравнение, что представьте себе, если инопланетянин прилетит на Землю зимой, когда все деревья голые, когда ничего, никаких вообще даже признаков жизни в лесу, и да и вообще везде нету, есть только вот белый снег или там черная земля, и все. О чем подумает этот инопланетянин? Что все эти деревья по какой-то причине высохли, что что-то, какая-то страшная катастрофа здесь произошла. И нужно дождаться весны для того, чтобы эти деревья зацвели заново. То есть то, что кажется смертью, ею не является. И точно так же вот этот цикл рождения, смерти, возрождения, оно же заложено и в животных, и в растениях, и везде. И мы к этому настолько привыкли, что думаем, что в принципе это относится только к растениям и животным, а к людям это никак не относится. А на самом деле, мне кажется, это очень здорово относится. И я все больше уверяюсь вот с каждой минутой, что Ванька нас видит, слышит, что вот он одобряет то, что я делаю, он радуется, когда я радуюсь. И это, безусловно, дает мне жизнь. И вот еще, знаете, у меня такое интересное размышление о кладбище. Кстати, вот на этом месте я попробую дать вам фотографию того, как выглядит могила Вани. Ну, если можно назвать могилой, это стена в Колубарии, да, где урны. Потому что, как выяснилось, такое делать можно в Ютубе. То есть можно вставить какую-то фотографию, можно вставить какой-то даже текст. Я такого никогда не делаю, но вот на этом месте я попробую это сделать. Если вы не увидите, значит, у меня не получилось. Почему я хочу это сделать? Потому что когда я еще была, ну, маленькая, или даже не просто маленькая, а когда вот у меня не было еще близких родственников умерших, мне странными казались желания мамы вот все время прийти на могилку, там, чтобы было все красиво, чистенько, посадить цветочки, чтобы вот там все было хорошо. Я с детства, когда даже совершенно не была верующей, я была абсолютно уверена, что человек не умирает. Вот у меня это никак не было связано с христианством, у меня было убеждение, основанное на логических выводах. Потому что я считала, что абсолютно нет никакого смысла, если человеку учиться, вообще развиваться, чего-то делать, ради того, чтобы потом просто умереть. То есть совершенно очевидно было мне тогда, ребенку, что мы переходим в какую-то другую реальность. Я каждый раз думала, ну нафиг вот это сажать какие-то цветочки на могиле, кому это надо, явно, что там человека нет. Ну, понятное дело, что захоронили, там, ну, раньше же гробы были только, да, там уже все черви съели и разложилось и так далее. И каково же было мое удивление, что сейчас, когда мы
захоронили урну с Ваниным прахом здесь, в Будапеште, я совершенно точно знаю, что то, что в урне, это не Ваня. То есть это его, да, земные останки, потому что мы пыли в пыль уйдем, как говорит это и в Библии. Собственно, для нас, для всех это понятно. Но почему-то мне очень хочется, то есть там как будто бы все равно часть Вани, это часть, связанная с Ваниной жизнью, с тем, что он был на земле. С этой частью связаны многие места. Места, где мы были, места, где мы жили, дача, дом, много чего, школа. Но с этим связано и кладбище, да, потому что это было последнее наше соприкосновение с земным телом Вани, пусть даже опосредованно и через урну. И вот я поняла, что мне тоже хочется прийти, могилу украсить, чтобы вот могила Вани была красивой, чтобы ему было приятно со стороны на нее посмотреть, чтобы там не было запустения какого-то или пыли. Вот. И в связи с тем, что здесь все так культурно, ну, то есть, ну, наверняка сейчас везде культурно, я просто вот про Венгрию знаю, что ты покупаешь эту мраморную плиту, там подвес под вазочку, но вазочка совсем крохотная, и покупать туда живые цветы просто невозможно, потому что они буквально через день вянут, и видеть завядшие цветы на могиле очень неприятно. Поэтому мы используем, практически все на кладбищах используют красивые цветы всякие сейчас в Китае. Можно купить абсолютно все, что угодно. Можно купить лампочки, можно купить цветы на солнечном элементе, можно купить свечи на батарейках. И это все горит очень похоже на настоящее, но только нужно просто периодически брать с собой, мыть. Вот я накупила всяких цветов, периодически там это дело меняю. И кто-то на похороны Вани принес медведя, кто-то собаку. И вот это все ленточки, которые Христос воскресе на двух языках, и что нашему Ванечке от прихода Святой Троицы, вот эти мы ленточки все храним, и вот они там на его могиле есть, и вот эти стоит букет искусственных цветов, которые очень похожи на настоящие. Вот мы смотрим, что практически все вокруг делают то же самое. Слава богу, здесь никто ничего не ворует. Мы и скамейку купили, поставили так, чтобы можно было сидеть около могилы, думать, разговаривать с ним. И этой могиле, конечно, скамеечкой могут пользоваться и другие. Там лежит и веник со щеткой, веник с совком, извините, и им пользуются так, общественный. Кто-то принес, наверное, мы тоже вот принесем более удобные лейки стоят, то есть можно поливать кусты, цветы, но нам поливать особо нечего, мы поливаем обычно кусты, чтобы кусты не высыхали, потому что сейчас в Будапеште огромная засуха. Это я вообще к чему говорю? К тому, что мы на самом деле очень сильно меняемся. Наше восприятие в зависимости от нашей жизни, от наших полученных нами знаний, от событий, которые с нами происходят, очень сильно меняются. И поэтому я все больше убеждаюсь в том, что никогда никого нельзя судить. То есть вот молодой человек, он мало чего еще знает на свете, и поэтому ему кажется, что он все знает. Это вот я помню, когда я начала учить венгерский язык, то после первого года обучения мне казалось, что я знаю венгерский язык, просто вот все. Чем больше я узнавала, тем больше я понимала, что я знаю практически ноль или там совсем мало процентов. И чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И вот та же самая история с осуждением и вообще как вам сказать, с суждениями своими. То есть, когда мы пытаемся оценить действия какого-то человека, нам кажется, что мы можем это сделать. То есть мы можем сказать, что вот он неправильно реагирует. Я сейчас произнесу такое крамольное для россиян многих имя Навального. Я помню, когда я вообще никогда не следила за политикой и ничего не слышала про Навального, никогда не была, я вообще не была ничьей сторонницей, не ходила на выборы. И узнала только о том, что Навальный, когда умер, ну, об этом заговорили. Пошли туда демонстрации какие-то. И Ваня мой, он политикой интересовался, он посмотрел фильм про Навального, и я посмотрела на то, как он жил, его жена какая была, как дети, как они разговаривали друг с другом. И потом был показан в этом фильме момент, когда его жена вышла и стала говорить с людьми, которые пришли на его похороны. И она не пролила ни одной слезы. И вот представляете, какая разная была реакция. Моя мама сказала, вообще мне ужасно не понравилась эта женщина, сказала мама. Она даже ни одной слезы не пролила по своему мужу. Вообще она какая-то очень холодная. А я, например, поскольку для меня реакция держать лицо на публике – это естественная реакция,
Я подумала, боже мой, какая она сильная женщина, потому что я совершенно точно по ней видела, что она очень переживает, что она его очень любит, но что для нее, типа, как для меня, показать свои эмоции, это потерять лицо. И она юрист еще к тому же, то есть юристы это вообще люди, которые умеют держать лицо намного лучше, чем кто бы то ни был другой. И вот два суждения людей в одной семье об одном и том же человеке. Ни я, ни мама эту женщину не знаем. Абсолютно противоположные суждения. И мне кажется, вообще всегда лучше судить в пользу кого-то, чем против. Это я ни в коем случае не осуждаю маму, потому что ее я тоже понимаю, почему она так сказала. Просто, знаете, даже если вы неверующий, да, но давайте предположим, вдруг есть какой-то процент вероятности, что все-таки Бог есть, и то, что написано в Библии, правда. И говорится, не судите, да не судимы будете. То есть, если вы не будете никого осуждать, то и вас никто не осудит. И вот так думаешь, что по-любому, если ты не осуждаешь, а пытаешься оправдать человека, то ты только выиграешь. Потому что ты, если вот представьте себе, ты его осудил, а он на самом деле хороший, ну то есть что-то хорошее сделал, а ты его неправильно оценил, то грех будет на тебе. А ему от этого, это, что называется, ни холодно, ни тепло. Если он плохой, а ты его оправдал, то опять же ты будешь в плюсе, потому что ты попытался найти в этом человеке что-то хорошее, что всегда хорошо. И вот чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что надо рот на замок и молчать. Или, по крайней мере, если говорить, то говорить хорошие вещи и в любом человеке пытаться найти что-то хорошее. Потому что не бывает ничего очень черного, ничего не бывает очень белого. Я не беру крайние случаи там педофилов, насильников, маньяков и убийц, хотя я абсолютно уверена, что там тоже были причины психические, психологические и прочие. Это не значит, что с ними надо обниматься и целоваться и говорить, какой ты, Васенька, молодец, а просто понимать, что это тоже человек, и он в чем-то тоже заслуживает понимания. Вот как, помните, я вам рассказывала о священнике, который ходил к приговоренным к смерти заключенным, людям, которые совершили очень тяжкие преступления. И большинство из них были все-таки виновны. То есть это были убийцы, насильники, маньяки и так далее. И потом очень многие из них, видя такое отношение, раскаялись и пришли к жизни, кто-то даже к монашеской жизни, но кто к благочестивой, хорошей жизни. Вот. Так что на этом, наверное, я сегодня закончу. Это были такие две главные мысли, которые я сегодня вынесла. Две, да? То есть первая мысль это о том, что человек со временем меняется, вторая мысль не суди. Ну и третья это просто вот рассказ о моих взаимоотношениях, так сказать, с темой кладбища. Если вдруг в ближайшие дни я буду выходить с опозданием или там какое-то видео не выйдет, вы не пугайтесь, потому что мы собираемся на пару дней съездить на дачу, там очень медленный интернет. И там что-то прям плохо все грузится. А мы собираемся уехать вот завтра пятница, то есть мы в пятницу уедем, в понедельник вернемся, то есть это будет там 2 или 3 ночи, мы там будем. Поэтому вполне могут быть какие-то опоздания. Но я с вами, я вас всех очень люблю, я вам всем очень благодарна за то, что вы есть. Опять читала комментарии. Прошу прощения, что наше с Викой видео вышло в плохом звуковом качестве. Мы две бестолковые девушки забыли надеть микрофоны, которые нам заботливо подготовили и зарядили. Мы забыли их надеть. Поэтому в студии была запись у нас в галерее. Там были посторонние звуки, звук плохой. Но мы вас заверяем, что в ближайшее время мы постараемся таких ошибок не совершать, и что следующие записи будут в хорошем звуке. Дорогие мои, я вас крепко обнимаю. Я вас очень люблю от всей души. Давайте помнить, что мы есть друг у друга, и мы всегда можем друг другу помочь. Вы мне можете написать, вы мне можете попросить о помощи, я вам обязательно отвечу. И если смогу, обязательно помогу. Спокойной вам ночи, если кто-то собирается спать. И доброго утра, доброго дня для тех, кто только встает.